Здравствуйте. А вот еще любопытный случай. Молодой мужчина, немногим за 30, успешный бизнесмен. Настолько успешный, что он может позволить себе не приходить на работу, все уже катится в бизнесе без него, дома все в порядке, все здорово, жена, дети, что называется, полностью упакован. Но почему он ко мне пришел? Ему ничего не хочется. Он с трудом встает утром, плохо спит. Кстати, в одном из ближайших роликов я познакомлю вас с пациентом, который не спал неделю. Все вроде бы есть, и в то же время нет самого главного – желания наслаждаться этой жизнью. Кто-то из вас скажет, ну это, конечно, депрессия, о которой вы, профессор, неоднократно уже говорите. Да, я с вами бы согласился, потому что основные признаки депрессивного эпизода присутствуют, вроде бы, у этого пациента. Но депрессии у него нет. К сожалению, это большая серьезная проблема, с которой сталкиваются очень многие успешные люди, особенно вот такого молодого или среднего возраста, которые успешны во всем, в жизни, в бизнесе, в семейных отношениях, но все это такая, знаете, сверкающая верхушка, витрина красивой, хорошей жизни, а внутри скрыта проблема синдрома эмоционального выгорания. И, конечно, этот синдром, о котором мы тоже неоднократно уже говорили, он очень сложен с точки зрения диагностики. Я бы здесь сравнил ситуацию с семафором. Вот сейчас вы видите на экране диаграмму концепции семафора. Зеленый, желтый и красный свет определенным образом обозначают разные функциональные состояния. Зеленый – это когда у нас все хорошо, все регуляторные системы работают нормально. Желтый оттенок. Вы видите, что появляются проблемы с регуляторными системами. Плохой сон, понижение работоспособности. И появляется желание или каких-то новых стимулов. И вот уже человек прибегает к помощи алкоголя или наркотических веществ, или ищет себя в экстремальных видах спорта, проходит некоторое время, а ему уже не хватает. И вот мы переходим в другую зону красного спектра. Срыв регуляции. Здесь уже недалеко до патологии. Гипертонические кризы, инсульт, инфаркт, проблемы с обменом веществ. Вот тут-то как раз человек придет к врачу-терапевту, кардиологу, эндокринологу, гастроэнтерологу, не подозревая о том, что все можно было бы вернуть еще до развития этих ярких красных цветов, до развития срыва регуляторных систем. Что делать с этим человеком? Как ему помочь? Когда мы начали с этим пациентом разбираться, он тоже сам себе хотел помочь. Он пошел в спортзал, кроссфит, начал употреблять БАДы на короткий период времени. Кстати, это ему помогло, но потом все вернулось на круги своя. И он в отчаянии приходит к нам. А что делать? Когда мы провели с ним тестирование и его эмоциональной сферы, и состояние его сна, и провели тест на астению, то оказалось, что все у него есть. И астения, которая, подчеркну, особенно для наших коллег, это не только ощущение отсутствия физической активности. Это и психологические, и сексуальные проблемы, и проблемы с когнитивными функциями. То есть, другими словами, в спектре астении очень много проблем, не только связанных с физической выносливостью. И это ошибка, что человек считает, у меня астения, упадок сил, мне надо полежать, поспать, отдохнуть или уехать на какой-то курорт, отъесться, отлежаться. Ничего подобного. Если вы унесете с собой свои проблемы, как говорил философ, все будет по-прежнему. А проблемы были, проблемы есть. Это высокий уровень тревоги за свой бизнес, который как бы не проявляется очень ярко. Эта проблема была выявлена с помощью и специальных тестов, и достаточно детального расспроса нашего пациента. Молодой человек действительно боялся потерять достигнутое, и где-то в голове очень глубоко эта мысль не давала ему покоя, не давала ему спать. Нарушился сон, отсутствует возможности для полноценного отдыха его мозга. Снижается работоспособность. И круг начинает замыкаться. Вот эти все регуляторные системы, и приходит состояние дисбаланса. И самая большая проблема, как ни парадоксально, это как ему помочь. Стандартный подход
Вот возьми таблетки, вот я тебе пропишу такой курс медикаментозной терапии, выполняй неукоснительно, и все будет замечательно. Не пройдет. К сожалению, а может быть к счастью, в таких случаях очень важно заниматься немедикаментозными методами коррекции. Вот я покажу руками. Это немедикаментозный путь. И вот столечко – это препараты. То есть, другими словами, с помощью лекарств мы можем чуть-чуть скоррегировать ситуацию. А немедикаментозные методы помогут ему больше. Кстати, я порекомендовал этому пациенту заняться медитацией. Использовать сначала дыхательные техники, потом научиться релаксировать. И я видел, что это вызвало скепсис. Прямо вот он в глазах его был скепсис. Мели твоей недели, а я вот попью таблеточки, то, что вы мне капельки порекомендовали, и мне станет легче. Да не станет легче только на одних препаратах. Вот это самая большая проблема. И здесь я хотел бы обратиться и к пациентам, и к моим коллегам, потому что наше желание врача, знаете, прописать хороший курс или капельницы, сделать это сразу видно, что мы лечим человека, да не проходит, не получится в лоб. Здесь нужны более тонкие маневры. А классические традиционные подходы, к которым так привыкли в том числе и наши пациенты, они тоже не пойдут. Здесь нужно, чтобы пациент взял на себя ответственность за свое здоровье. Я бы очень просил относиться к рекомендациям врача как не бла-бла, не то, что солнце, воздух и вода наши лучшие друзья, и вот давайте попробуйте медитацию, подышите или что-то там еще поделайте эдакое, и будет здорово. Нет, каждая рекомендация от правильной гигиены сна до упорядочивания своего режима работы, отдыха, режима питания, физической нагрузки. Я, кстати, порекомендовал этому пациенту поменять свою физическую нагрузку и в спортзале не заниматься кроссфитом, а перейти более мягким, деликатным, я бы сказал, физическим упражнениям. Да, должна быть кардионагрузка, добавить, может быть, таких релаксирующих компонентов, как йога, но не работать на высоком пульсе, потому что это очень широко распространенная ошибка, особенно среди молодых людей, мужчин, что это дополнительная энергия, и я благодаря вот таким упражнениям могу справиться со всем. Нет, совсем не так. Совсем не так. Это парадоксально, но факт. Сила мускула в покое, так говорили еще и йоги. Выполняйте рекомендации врача, потому что плохого мы в большинстве случаев не советуем. Всего самого наилучшего.